Многие люди упорно продолжают верить, что именно склад ума определяет их индивидуальный успех в торговле. Но, пожалуйста, хватит себя обманывать. Рынку абсолютно пофигу, кто вы такой, гуманитарий или технарь. Важны две вещи – дисциплина и стратегия. Сегодня я хочу поговорить с вами про первое и коротко разобрать второе. А еще доказать всем вам, что торговать может абсолютно любой из вас. Итак, друзья, перед погружением в нашу интереснейшую тему начнем со стратегии. Торгуем строго на двухминутном таймфрейме с помощью Fractal Chaos и CCI. У второго из них обязательно меняем период на более низкий, 15. Это даст нам более точную картину перегретости рынка. Это важно, запоминайте. Давайте обо всем поподробнее и по порядочку. CCI – это осциллятор. Это проекция движения цены внутри канала. График этого алгоритма почти всегда внутри находится, но иногда случаются вот такие вот резкие кратковременные выходы за границы. Именно это и есть перегретость, о которой я упоминал. Если расценивать с точки зрения осциллятора, то выход вверх является перекупленностью. Обычно она совпадает с точкой, в которой начинается снижение, откаты цены. В свою очередь, выход вниз известен нам как перепроданность. Сделок в шорт слишком много, рынок перегрет и готовится хотя бы к какому-то кратковременному откату, как здесь. То есть, как вы поняли, перекупленность и перепроданность покажут нам, куда в данный момент идет цена. Также эти ситуации — возможность вовремя остановиться, чтобы не попасть в затишье движения или, допустим, какой-то разворот. Вот. Видим перегретость, становимся в разы осторожнее. Выделил вам уже 4 примера подряд, которые отлично отрабатывают и подсвечивают нам те самые разворотные точки на графике. Они же дают нам и направление движения, от которого мы отталкиваемся при входе в рынок. Остается лишь уточнить, как именно мы входим. И вот тут в дело вступает Fractal Chaos. Смотрите, по своей сути это канал из двух полос, которые контактируют с ценой. Пробой канала, возврат в него или просто отскок от его границы – это и есть моменты для сделок. Сейчас я показал вам разворот, а вот здесь у нас классическое пересечение. Видите, пробой вверх, и затем пошел рост. Главное, чтобы еще и осциллятор давал нам нужный сигнал. Система не терпит здесь никаких компромиссов и требует соблюдения всех условий. Два индикатора не так много. Вот давайте, как бы мы торговали здесь комплексно по стратегии. Первым делом я смотрю на осциллятор, смотрю перекупленность или перепроданность, нахожу первый вариант, рассматриваю только снижение с отскоком от канала. Далее вижу, допустим, перепроданность, падать больше некуда, поэтому вот здесь вот была возможность с возвратом в канал, и поехали на развороте, торгуем в лонг. Понимаете, да? Нельзя входить при выходе из перепроданности или перекупленности, то есть на продолжение движения. Если тренд зашел в фазу перекупленности или перепроданности, то по тренду мы не торгуем здесь, торгуем только на развороты. Видите, как здесь, допустим, можно было много ошибиться. Окей, ладно, я думаю, что в принципе суть ясна. Давайте на более живых примерах разберемся, что мы будем делать. В принципе, можем начать торговать прямо здесь. Сегодня у меня разгон депозита с $32. Постараемся сделать что-то внушительное. Ну, параллельно поговорим, почему торговать может каждый. Какие преимущества есть у гуманитариев, какие есть у физмат. Так, откроюсь шорт. Давайте объясню, почему так. Ранее у нас была перекупленность, видим это. Поэтому смотрим только в сторону снижения. Отскок от верхней границы канала. Актив у нас развернулся. А после пробил, можно сказать, даже вот эту зону поддержки. Это вкупе дает нам полное право ждать снижения хотя бы до вот этого уровня. Пока идет экспирация, начнем тему. У многих есть желание погрузиться в мир трейдинга, но вот закрадывается где-то внутреннее какое-то убеждение, что это не мое. Часто оно звучит так, что, например, у меня гуманитарное образование, я не дружу с цифрами, а тут нужны математики. Или наоборот, технический специалист думает, чтобы понимать рациональное движение рынка, нужно быть экспертом по психологии, экономике, а мои расчеты тут абсолютно бесполезны. Оба эти убеждения, они в корне неправильные.
О, прекрасно. Тем временем осиливаю первую сделочку. Давайте опять в ва-банк. Продолжим торговать на этом графике. Все здесь у нас в порядке. Мы нашли то самое время, то самое место. Не будем ничего забирать. Ой, не будем ничего менять. И просто заберем с этой рыночной ситуации по максимуму. Смотрите, у нас цена не дает никаких резких откатов, поэтому сигналы сохраняются. CCI только зашел у нас в зону перепроданности, поэтому здесь пока мы торгуем. На выходе из зоны этой мы бы уже не торговали, понимаете? А пока она только зашла, можем торговать. Вот. Таких сделок на выходе мы будем с вами избегать. Ни в коем случае не торгуем. Уже будет начинаться откат. Так, успешный трейдинг, друзья, это не про склад ума, понимаете? Это про дисциплину, про психологию и адаптацию в анализе. Рынок, он многогранен, здесь место найдется всем, как и математикам, так и гуманитариям. Рынку все равно, кто вы такой. У всех есть свои плюсы. Давайте по порядочку о всех. Можете представить еще, что трейдинг — это управление автомобилем. Допустим, математик будет досконально знать устройство, да, автомобиля, рассчитывать расход топлива, какие-то оптимальные маршруты. А гуманитарий будет чувствовать дорогу. Он будет видеть других участников, других водителей, выбирать самый какой-нибудь классный путь. Вот, $113 у нас есть. Вот. Я к тому, что оба этих навыка, они нужны. Они нужны. Давайте разберем каждый склад ума по отдельности. Отметим как его козыри, так и слабую сторону. Ну, допустим, с математиков. Они якобы лидеры, да, нашего ремесла. В каком-то смысле им действительно проще, потому что во время анализа, ну, как бы это цифры, это их работа профильная. Это их стихия. Давайте еще одну сделку. Пока еще в шорт. Я бы не рекомендовал вам поступать так, но я откроюсь, честно, друзья. В общем, ладно. Еще одна сильная сторона технарей. Им лучше дается межсделочная дисциплина. Расчет размера позиции, финансовые цели. То есть максимально допустимые просадки, возможно, да. Для них это естественный процесс, цифры. Они просто не могут допустить, что их эмоции нарушат заранее какой-то высчитанный план. И высчитанный план здесь ключевое слово. Математики реально видят этот мир через призму формул, потому что весь трейдинг для них — это цифры. В каком-то смысле они правы. Тот же график цены — это визуальное отображение динамики ценового выражения стоимости и ничто иное. Лично я, как гуманитарий, чаще задумываюсь о том, что каждая котировка отражает некий числовой ряд и эмоции в этом вообще. То есть жадность, страх людей, которые что-то покупают, что-то продают. Еще одна сделка в плюсе. $212 заряжаем. Цена у нас закрепилась под фракталом Чаус. Друзья, ну пока хочется быстренько разогнать свой депозит, не буду ждать я. Такие сделочки, ну, я бы не рекомендовал вам открывать на самом-то деле, потому что вот уже в осцилляторе в нашем видим чуть разворот. Окей, ладно. Математики, в общем, это боги расчетов и анализа. Наверное, поэтому им так нравится алготрейдинг. Многие из них действительно зарабатывают на этом неплохие суммы. Друзья, но рынок — это не идеальная машина. Он движется с помощью эмоций, ожиданий толпы. Математик может недооценивать этот психологический фактор, пытаясь найти логику там, где ее нет. И в итоге где-то что-то пересиживать, ждать, быть в какое-то время в убытке, либо вновь и вновь открывать ошибочные позиции, потому что так сказала ему система. То есть математикам не хватает чувства момента, умения замечать настроение. А еще просто банальной готовности, допустим, прочитать экономические новости. Вот из-за этого они теряют свои деньги в основном. Так, 399 есть. Давайте сменим график, наверное, хватит уже здесь торговать и продолжим. Гуманитарий вы или технарий, неважно, все равно вам понадобится профессиональная эрудиция. Если вы не знаете, что такое ловушка быков, или как ключевая ставка ФРС влияет на рост японской иены, или что такое скользящая средняя, как она используется, вам не помогут даже 2 высших образования. Вместо этого я рекомендую всем подписаться на мой телеграм-канал. В нем вы найдете всего 2 вещи. Первое – это теория, основанная на кейсах моих личных. И практика, друзья. Живая торговля лично со мной. Переходите и подписывайтесь, ссылки оставлены в описании. Я жду вас.
А вот и вариант для лонга. Открываемся сразу же. У нас есть разворот осциллятора из зоны перепроданности. Индикатор уже вышел в канал. Так что ждем отскок цены. Собственно, вот он, смотрите, актив оттолкнулся от границы, от нижней границы фрактал Чаус. Поэтому ждем коррекции в рамках нисходящего тренда. Она в любом случае будет. Так вот, только что я основательно сам так, наверное, прошелся по слабым сторонам технарей, что многие из вас могут подумать, я им завидую и там превозношу относительно гуманитариев. Но нет, друзья, говоря о гуманитариях, тут тоже есть свои плюсы. Что мы те, кто без диплома по мат-анализу умудряемся зарабатывать. Да, мы сильно скучаем вот в этих цифрах. Для меня это, честно говоря, рутина, иногда какая-то головоломка, которую нужно разгадать. Вот, формул я здесь особых никаких не вижу, но, как понимаете, зарабатываю. $679 есть. Давайте сменим график для разнообразия и продолжим. Друзья, ну это схожий кейс. Однозначный лонг, я бы даже сказал, лонгяра на красной свече. Смотрите, у нас есть выход из перепроданности по CCI. Цена оттолкнулась от нижней границы фрактал Чауса. Ну, в принципе, расцениваем вот эту красную свечу как небольшое колебание, которое теряет свою актуальность. Возможно, так бы не поступил математик, зато я точно делаю. Вообще, такие люди более склонны к риску, как мы, да? Потому что мы не скованы жесткими там рамками каких-то индикаторов. Я на них опираюсь, я научился с ними работать, они мне реально, ну, то есть для меня они реально работают. Я четко понимаю как, но в определенные моменты я прислушиваюсь к своему внутреннему голосу, образно говоря. Вот. Но не могу сказать, что мне не нравится анализ, люблю его. Вот. Я люблю индикаторы, люблю понимать, почему так рынок движется, но здесь есть две стороны, у всего рынка две стороны. Вот, поэтому, друзья, надо как-то, стараться быть все равно разносторонним человеком. Ну что, чувство меня не подводит. Давайте увеличиваем сумму в ва-банк. Главное найти место, где заработать. Текущая ситуация меня полностью устраивает. И я буду открываться снова в лонг. Ничего не изменилось, ребят, вообще ничего. Поэтому можем просто продолжить. Гуманитарии, они, знаете, более эмпатичные люди, которые чувствуют рынок, умеют разбираться с человеческими факторами, его, там, динамика рынка, всем остальным. Но есть, конечно, слабое место. Склонность именно полагаться на чувства, она может привести к пренебрежению рамками торговой стратегии. Вот. Поэтому заигрываться не стоит. Если вы гуманитарий, заигрываться не стоит. Надо комбинировать, друзья, во всем. Я к тому, что торговать может каждый. У каждого типа личности есть свои плюсы и есть свои минусы. Вот. Так что просто возьмите за правило, что азарту мы не поддаемся, кем бы вы ни были, и торгуем точно согласно своей торговой стратегии. Иногда, если вы чувствуете, что лучше пропустить сделочку, можно ее пропустить. Вот, либо наоборот открыться. Так, друзья, $1917. Это перестает быть томной торговой сессией. Мне нравится. Давайте перейдем на 5-минутный график, посмотрим, как развиваются события здесь. Очень все хорошо, очень все прекрасно. Без всяких сомнений, я вам скажу так, я открою сейчас в лонг. Консолидация есть, границы ее есть. И это будет последующий рост. Ой, как хорошо она тянет. Смотрите. Вот то, что штурмует наш актив. Вот здесь вот эта зона. Давайте на 2-минутный график перейдем. Индикаторы еще лучше стали. Все, друзья, просто отлично. Так кто же круче? Технарь со своей аналитической базой или учитывающий гуманитарий в полном коннекте рынка? Друзья, сравнивать гуманитарий и математика в трейдинге все равно, что спрашивать, кто лучше, Бэтмен или Супермен. Математик, скорее всего, преуспеет в скальпинге, а гуманитарий может быть более сильным в трейдинге на длительных экспирациях или в инвестировании. Так, друзья, я снова в плюсе, но хочется прям красивую сумму на балансе. Давайте еще двушечку, на этом будем заканчивать.
Запомните, пожалуйста, торговать может каждый. Но торговать, как я сейчас, в видео для вас, не стоит, друзья. Открываться на весь баланс – это самоубийство. Это моя 27-я попытка разгона. Там, камон, даже не думайте. Итак, вывод. Несмотря на то, какое у вас образование, вы можете торговать, друзья. Главное признать свои сильные и слабые стороны и не забывать про них. Ни в коем случае. Гуманитарию необходимо развить в себе дисциплину, освоить основы математического риск-менеджмента и ни в коем случае ими не пренебрегать, еще раз говорю. Наша суперспособность – это видеть картину в целом. Вот. Ее нужно закрепить строгими правилами. А математику нужно научиться уважать иррациональность рынка и работать над своей торговой психологией. Рынок иногда движется стабильно, все понятно, но когда он меняется, математик может такой, ну, только что ж работало, и вот слил депозит, понимаете, да? В общем, подстраиваемся под рынок, чувствуем его. Если что-то меняется, не торгуем, все, отдыхаем. Фу. Ребят, ну на пунктиках, наверное, это везение отчасти. Я думаю, можем заканчивать и подводить итоги. Ну что, друзья, мы пришли к выводу. Торговать может любой из вас. Надеюсь, теперь вы в этом убеждены на 100%. Рынку все равно, кто вы такой, гуманитарий или технарь. Так что, пожалуйста, все зависит только от вас. Но помните, что самый успешный трейдер тот, кто смог объединить в себя лучшие качества того и другого. Так что, желаю вам только удачи. Если видос понравился, лайки, комментарии, самая лучшая благодарность от вас. С вами я прощаюсь. До встречи в моих новых видео. Всем пока.